Здравствуйте! В этом видео я хочу рассказать об одном небольшом, но очень необычном путешествии. Всего за один короткий октябрьский день мне довелось карабкаться на старом мотороллере по горным тропам, немного нарушить правила, пережить авиакатастрофу, добраться до моря и, наконец, побывать в гостях у сказки. А теперь обо всем поподробнее. Уже довольно давно у меня завелась привычка закрывать мотосезон поездкой куда-нибудь не очень далеко от города, но непременно в красивое и желательно интересное место. Это могут быть остатки старинной крепости или небольшой водопад, или даже знакомый с детства лес. Главное, чтобы туда и обратно можно было обернуться за один световой день. Такое путешествие как-то психологически помогает перейти границу от лета к зиме и заметно облегчает зимний мототоксикоз. Чаще всего я езжу на мотороллере «Вятка», который был выпущен в 1965 году и неоднократно проверен в довольно дальних путешествиях. Например, я на нем проехал вокруг Азовского моря, побывал в Туле, добирался даже до Казани и Вятских полян. В общем, тут есть что рассказать, но как-нибудь в другой раз. Локацию для сегодняшней поездки я нашел совершенно случайно в Инстаграме. Оказалось, что в районе Урзуфа, а это километров 40-45 от меня, на берегу моря расположен сказочный домик. Когда-то он был построен для пионерского лагеря, но со временем очутился на берегу моря и его подмыла вода. Небольшая историческая справка. Сказочный домик был построен в 1986 году на территории пионерского лагеря имени Володи Дубинина, героя партизанской войны в Крыму в годы Великой Отечественной. Когда-то я даже читал книжку о нем под названием «Улица младшего сына». За 35 лет берег частично размыло, и домик начал уходить под воду. В интернете пишут, что до следующего года домик собираются разобрать, поэтому откладывать нельзя. Сборы получились довольно короткими. Но все-таки из-за холодной и дождливой погоды Вятка почти месяц стояла без движения, поэтому перед дорогой нужно проверить давление в колесах, наличие бензина, масла, основной инструмент, да и в конце концов просто протереть мотороллер от пыли. Наконец, несколько киков и двигатель завелся. Себя тоже нужно немного подготовить, взять что-то на перекус, одеться с оглядкой на изменчивую осеннюю погоду, взять защиту и, конечно же, упаковать в рюкзак арсенал фототехники. Прошли те времена, когда я ездил с одной сменой 8М. Теперь в джентльменский набор входит дрон, 2 камеры, GoPro-шка. Ну, наконец, все готово и можно ехать. Ну вот, блокпост проехали. Теперь вперед! Погода хмурится. Мотороллер периодически начинает барахлить. Холодает, но зато красиво. Под нами сейчас Ялта. Мариуполь и окрестности были основаны греками. И очень многие названия в наших краях пересекаются с крымскими. У нас есть Ялта, у нас есть Старый Крым, а едем мы сейчас в Урзуф. Урзуф я обычно проезжаю насквозь, поэтому слабо представляю, как проехать в нужное мне место. На помощь приходит GPS-навигатор и собственный опыт. Так, есть тут какая-то калитка. Попробуем через нее. А вот и человек, которого можно спросить. День добрый. А к морю как-то можно пройти? А тут где-то, говорят, домик был вот этот. Это отсюда можно зайти? Спасибо. Итак, мы на верном пути. Оставляю мотороллер почти на самом берегу моря, оглядываюсь и вдали вижу тот самый сказочный домик. Скажу честно, ощущение такое, будто действительно оказался в гостях у сказки. Огромный пень на песке, какие-то причудливые ржавые трубы, корни, через которые нужно продираться, деревья, склонившие ветки к самой воде.
Будто ты в какой-то другой вселенной, где водятся лешие, водяные и баба-яга. И нет ни одного человека. Думаю, что летом, когда здесь полно народа, такого интимного знакомства не получилось бы. Конечно, первым делом я занялся тем, чем и любой на моем месте. Полез обследовать теремок изнутри. Было интересно, как деревянная конструкция полностью сохранила форму в таких условиях. Оказалось, что Мариуполь не зря является городом металлургов и машиностроителей. Сказочный деревянный домик построен на прочном и массивном стальном каркасе, и этим он по сути своей напоминает небоскреб. Да-да, не смейтесь, ведь основным признаком небоскреба как раз и является прочный стальной каркас. Внутри очень непривычно. Наклонный пол, морские волны, подкатывающие под стенами, а за окнами мир на бекрень. Прикольно. После 2 недель штормового ветра стоит почти полный штиль. Море будто зеркальное. Можно спокойно сидеть и любоваться природой. Это и есть та самая перезагрузка, о которой так много говорят в интернете. Только совсем не обязательно искать для нее место на краю света. Иногда достаточно отъехать несколько десятков километров от города, побродить у воды, попить чаю, сожрать не очень чистыми руками бутерброд, да и просто помечтать, лежа в траве и глядя на небо. Ну что, вечереет, пора уже ехать домой. Спасибо этому месту, спасибо, что этот домик дождался. Интереснейшее место, интереснейший домик. Ну, понятно, что он не специально так получился, берег подмывается со временем, песчаные берега непостоянные, где-то намыло, где-то убрало. Вполне возможно, что здесь к следующему году намоет обратно песок, и этот домик снова окажется на суше. Но нам не дано предугадать, что будет дальше. Хорошо, что удалось сейчас сюда съездить в таком сказочном, интересном антураже, пофотографироваться. Может, конечно, еще будет погода, может еще где-то удастся выбраться. Но пока условно будем считать, что все. Предстоит еще возвращаться домой, еще нужно забраться по этой горке, еще нужно доехать. Километров 40-50 меня ждет. Ну, цель на сегодня достигнута. До самого последнего момента я не был уверен, получится ли въехать обратно. На видео не очень заметно, но подъем довольно крутой. Однако Вятка не подвела.
говорится, пора утепляться. Вечереет. А до города еще, думаю, час езды как минимум. Наколенники я использую не столько по прямому назначению, сколько для того, чтобы колени не мерзли от встречного ветра. The Christmas tree's on fire. Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. Ребят, так получилось, что монтажер я неопытный и очень долго и сильно затянул с созданием этого ролика. И хотя само путешествие было аж в октябре 2021 года, сейчас на улице 24 февраля 2022 года. Я думаю, все вы эту дату уже знаете. В Мариуполе с утра снова взрывы, стрельба, дефицит топлива, очереди в магазинах и волнующие новости в соцсетях. Я не знаю, чем это закончится, но я хочу пожелать всем нам мира, возможности свободно путешествовать и делиться своими находками. До встречи, всем добра.